Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. И сегодня я вам расскажу, как закрыть резинку 2 на 2 иглой, так чтобы край был как у закрытия резинки 1 на 1. Все делается на самом деле очень-очень. И еще хочу немного с вами поиграть. У меня почти готов новый мастер-класс, очень классный получился, очень классная вещица. И вот я спрячу фото этого готового изделия в видео, поэтому если хотите узнать, что у нас будет в ближайшее время, какое изделие будет, это видео является его частью, пожалуйста, просмотрите видео до конца, чтобы увидеть фотографию. Для того, чтобы не пропустить льготную цену на этот мастер-класс, пожалуйста, подпишитесь в Телеграм и в Инстаграм, чтобы от вас не убежала какая-то полезная информация в будущем. Желательно там быть подписанным. А сейчас мы переходим к самому закрытию петель. Всем приятного просмотра. Итак, когда вы провязали уже на нужную высоту резинкой 2 на 2, у меня это 6 рядов, последний ряд перед закрытием мы делаем вот такую вот манипуляцию. Смотрите, мы меняем местами, вот лицевая и изнаночная, мы поменяли местами и провязали как лежат петли, то есть лицевую лицевой, а изнаночную изнаночной. Здесь провязываем лицевая, изнаночная, то есть мы таким образом переходим на резинку 1 на 1. Здесь лицевую, изнаночную меняем, лицевая, изнаночная, а здесь провязываем. Здесь они лежат как нужно, то есть мы переходим в последнем ряду, ни в коем случае не 2 не 3, в последнем ряду мы переходим на резинку 1 на 1, так как здесь в круговую, видите, мне приходится лицевую разворачивать, чтобы она была красивая. Вот таким вот образом мы проходим целый круг. А видите, что я сделала? Я неправильно поменяла. Вот внимание, лицевая идет поверх изнаночной. И так делаем целый круг, то есть делаем переход на резинку 1 на 1. Оно по большому счету совсем и незаметно, потом зато край будет смотреться очень красиво. Ну вот, я сделала круг, перешла везде, все у меня резинка 1 на 1. Вот, и далее я закрываю классическим способом иглой петли. Значит, для начала вот у меня последняя изнаночная, я вдеваю в нее нить, иглу и совмещаю ее со второй изнаночной, то есть вот это у меня первая лицевая, я ее пропускаю. Вот. А теперь лицевая, я ее спускаю, снимаю и в пару с ней третья лицевая. То есть видите, я пропустила как бы момент. Я закрываю петли классическим методом резинки 1 на 1, где изнаночные петли, если они у нас здесь изнаночные, мы вот так вот отворачиваем, продеваем
иглу сверху вниз в первую лицевую, снимаем ее, а потом вот эту петлю пропускаем, а во вторую петлю продеваем снизу вверх. То есть начинаем мы сверху вниз, заканчиваем снизу вверх. Протягиваем ниточку, затягиваем. Теперь с лицевой стороны тоже лицевая петля. Лицевую петлю сверху вниз продели, сняли с левой спицы. Теперь вторую лицевую снизу вверх и протянули. Есть. Теперь переходим на изнанку. Здесь у нас я уже потом просто делаю вот так вот, снизу вверх, если не переворачивать, сверху вниз, изнаночную. Но для того, кто только-только начинает, то лучше, конечно же, ориентироваться по лицевым петлям и переворачивать, да. Если не поворачиваете, то просто, если это лицевая, запомните одно правило: первая петля сверху вниз, вторая снизу вверх. Изнаночная получается тоже сверху вниз, вторая снизу вверх. Хотя она получается не снизу вверх, вот если это сверху вниз, снизу вверх лицевая, то изнаночная у нас снизу, сверху вниз, снизу вверх. Если мы ее перевернем и будем вязать лицевую, как бы брать ее как лицевую, сверху вниз, снизу вверх. Вот отсюда я неправильно там сказала, поэтому сейчас я вам по-другому скажу правильно. Просто оно у меня все автоматически сверху. Так, итак, лицевая сверху вниз, снизу вверх. А если изнаночная не переворачивать, то снизу вверх снимаем. И вот так вот эту петлю мы не сбрасываем. И сверху вниз продеваем изнаночную. То есть наоборот. Это если мы не переворачиваем работу. Ну, чтобы не запутаться поначалу. Вот смотрите, как красиво у нас получается. Вот. И так по кругу, сверху вниз, снизу вверх. То есть мы женим как бы в пары 2 лицевые с лица и 2 лицевые с изнанки. Либо 2 изнаночные. Если вы не переворачиваете, то сначала 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И таким образом мы продолжаем по кругу закрывать все петли. Вот я закрыла уже все петельки, осталось в конце несколько. Хочу вам показать, как закончить это все. Значит, последние наши петли. Помним, что вот эту изнанку мы уже продевали, поэтому мы последний раз лицевую и изнаночную уже снимаем, потому что она у нас продета 2 раза, а ищем вот эту вот лицевую. Все, мы их соединяем в пару и потом рабочую нить выводим на изнанку. И вот здесь вот так по лицевой петле я ее опущу вниз. Да что ж такое, девчонки, простите, моя камера сегодня ушла в пляс. Вот и все. Так вот это выглядит красивенько. Все. Еще ниточку я обрежу и все. А на сегодня все. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.